Здравствуйте, дорогие мои подписчики, а также пользователи форума 4Pedia. Меня зовут Василий Шевчук, и я желаю всем крепкого здоровичка. Желаю всем огромных знаний в системах Android, и тем, кто желает приобрести эти знания, вы попали на правильный канал. Канал, посвященный техническим разделам Android TV приставок, прошивок и ПО для системы Android. Ребята, как вы видите, у меня сейчас доставка. И как вы видите, вот речь пойдет об этом боксе Tanix TX9S, который сейчас подключен к боксу. И очень многие пользователи меня спрашивают, как слить систему с бокса, так называемый dump, или же image файлы, которые можно слить в этом боксе. Это относится к System Image, относится к Vendor Image, Recovery Image, Logo Image и так далее, и так далее. Вы сейчас это увидите. Для этого я создал скрипт. Скрипт, естественно, я выложу у себя на файл Linked хранилище. Вы найдете вот такой скрипт. Если зайдете, вот он, скрипт Make System Boot Logo. Я его так назвал. Вы можете его скачать прямо себе на коробочку. Я это уже сделал. И давайте еще раз зайдем на главный лаунчер и посмотрим. Значит, зашли, можете зайти в Chrome браузер, и в Chrome браузере вы набираете evolutiontvvs.com. Вы попадаете, естественно, на страничку. В моей прошивке установлен Chrome браузер 57 версия, и вы можете долгим нажатием на ссылку у вас откроется новая вкладка. У меня уже вкладка открыта, и если вы попадаете вот на эту страничку, тут немножко на иврите, также на русском, вам нужен системный блок. Но если кто-то хочет попасть сразу на русскую страничку, вот здесь вы просто набираете /ru. Нажимаем ОК, и evolutiontvvs.com.ru вы попадаете на вот эту страничку. На этой страничке вам надо зайти в блок системных файлов. Заходите в прошивки Amlogic. У вас открывается вот такая страничка. И можете просто мышкой, колесиком спуститься вниз. И у нас вот здесь есть программ Android from Android TV. То есть это файл Linked хранилища, в которое можно зайти. Вот есть password, код, который вы нажимаете, чтобы получить пин-код. Я уже рассказывал, вы можете зайти на это видео и там все это увидеть. Ну и если кто-то желает сделать donation, пожертвование, пожалуйста, ребята, большое всем спасибо. Заходите на файл Linked хранилища, и вы увидите YouTube. На канале YouTube я рассказываю, что там лежит. Но сейчас мы, естественно, это просматривать не будем. Это ролик, который вы можете зайти. И сейчас мы зайдем обратно на главный лаунчер. Также с пульта FlyPult можно управлять этой системой, которую я выкладывал совершенно недавно. И давайте зайдем на Василий Шевчук. Василий Шевчук.
Василий Шевчук. Ну, я уже заходил. Давайте зайдем. Пожалуйста, вы можете зайти на мой YouTube канал. И вот здесь я выкладывал, как вы видите, видео для этих боксов. Вот это для Tanix TX9S. И это для Tanix TX92. В принципе, одна и та же прошивка. Но в этой прошивке для этого бокса Wi-Fi, в этой прошивке для бокса Tanix TX92. Сейчас я вам покажу. Это вот такой бокс. Разница в них в Wi-Fi и подключением. Значит, после того, как вы зашли, скачали этот скрипт, заходите в Root Explorer, так как в прошивке уже установлен Root Explorer, и идете на папку Dollard. В папке Dollard, как вы видите, вот папка Dollard. Эти все остальные файлы я сейчас чуть позже объясню, что же это делает. Dollard файл. Заходите в папку Dollard, и у вас файл Linked создает папку. В этой папке вы найдете вот этот скрипт. Этот скрипт, если кто-то не знает, можно, конечно, его открыть. Можно все вручную пропечатать. Как вы видите, здесь список всего. Тут в скрипте в этом, значит, при запуске у вас система полностью сольет все файлы, как вы видите, System файл, Boot, Recovery, Logo, Vendor, Bootloader, все это у вас система запишет в коробочку на корневой каталог. Ну и тут, естественно, скрипт, пропись, как это вернуть назад на коробочку, но тут у меня стоят хэш-символы. То есть эти строки не работают. Ну, я их специально записал для того, чтобы вы знали, как же вернуть это все назад на бокс. Но это уже другое видео. Сейчас, на данный момент, я выхожу. Значит, этот скрипт, так как в прошивке уже интегрирована папка init, можете взять этот скрипт, скопировать в папку init. Не надо ничего прописывать руками. Ну, естественно, очень многие не могут не подключить ни клавиатуру, нет клавиатуры. Все это, естественно, надо прописывать через виртуальную клавиатуру. Но вы можете взять этот скрипт. Нажимаем 3 секунды, и у нас открывается меню. Берем это меню, копируем и идем в папку System. Давайте я сейчас перейду на темный режим, чтобы вам было более видно. Оформление. Возьмем темный режим, и вы видите. Значит, мы идем в папку корневая папка. Спускаемся вниз. Я все это делаю мышкой, колесиком. Спускаемся вниз, доходим до папки System. Далее папка System у нас открылась. Идем в папку etc. В этой папке etc я установил обои, и есть, естественно, у нас папка init-d, та, которая поддерживается уже в ядре. Сейчас мы берем в эту папку, копируем этот скрипт. Я уже заранее скопировал. И теперь мы берем этот скрипт, нажимаем 3 секунды после того, как мы скопировали.
идем вот сюда на 3 точки и нажимаем на разрешение. Нажимаем на разрешение, естественно, нас спрашивает права на запись, изменения. И обращаю ваше внимание, у вас должно быть разрешение вот такое. 0,75. Такое разрешение. Нажимаем ОК. И выходим с этого скрипта. Выходим вообще с Root Explorer. Так как у нас в этой прошивке это Android 9, модернизированная прошивка, которую я сделал от нашего вьетнамского друга. Нажимаем кнопку Power. И у нас выходит меню. Мы перезапускаем бокс. И наш бокс перезапускается. Ребята, еще раз обращаюсь к своим подписчикам. Спасибо за поддержку канала. Спасибо всем тем, кто еще подпишется. Те, кто подпишутся, новые пользователи, не забываем отметить все видео после подписки, чтобы не пропустить следующее видео, инструкции, прошивки на моем канале. Всем большое спасибо. И как мы видим, у нас сейчас система перезапускается. И что происходит? Значит, система, этот скрипт записывает все нужные вот эти image файлы, то есть сливает dump на бокс. Именно в корневой каталог бокса. Давайте зайдем сейчас в Root Explorer. Мы зашли в Root Explorer и идем в папку, где мы были, файл Linked. Поднимаемся наверх, вот сюда наверх нажимаем, еще раз вот сюда наверх, и мы получаем вот здесь, смотрите, Storage Emulated 0. 0 это ваш корневой каталог. То есть, или вы можете открыть вот здесь на кнопку плюс и выбираем вот вкладка «Локальная память». Если мы открываем вкладку «Локальная память», мы попадаем также на Storage Emulated 0 каталог. И сейчас мы видим вот эти файлы. Один файл boot, bootloader, DTB, logo, system image, recovery image и vendor image. Вот эти все файлы копируем на любой ваш флеш-накопитель. Идем в Storage. И у нас показываются все флеш-накопители. Сейчас на данный момент у меня подключен флеш-накопитель и SD-карта. Я захожу в любой SD-карта и сюда могу скопировать все вот эти файлы. Смотрите сюда. Boot. 3 секунды держим. Bootloader. DTB image, logo. Мы отмечаем все вот эти файлы. Recovery, System, Vendor. Все файлы, когда мы отметили, на каждый по 3 секунды нажали, у нас появилось меню. Сейчас мы нажимаем вот сюда копировать. И у нас появляется кнопка «Вставить». Идем на наш флеш-накопитель или SD-карту и делаем просто «Вставить». И у нас система начинает копировать туда все эти файлы. Сейчас эти файлы вы можете сохранить. Эти файлы пригодятся для того, чтобы восстанавливать бокс, для того, чтобы делать новые прошивки. Все это
очень хорошо, если у вас лежит отдельно. Также System раздел, Vendor раздел можно прошить через Recovery TWRP. Logo раздел можно прошить через Recovery. Bootloader. Все это можно прошить через Recovery TWRP на ваш бокс. Как вы видите, вот такое вот видео. Ребят, это еще один вариант, еще одна инструкция, как сохранить бэкап-архив, слить дамп вашей системы с коробочки на SD-карту или флеш-накопитель. Вот такое видео. Всем крепкого здоровичка, огромных знаний в системах Android. Будьте здоровы. До следующего видео. До свидания.